Раз, два, три, четыре. Так, походу мы пошли в эфир. Сейчас посмотрим, выйдем ли мы в эфир. То есть получится ли у нас выйти. Да, похоже, получается. Ну-ка, да. Все, мы вышли в эфир за 10 минут пораньше. Я опять же прошу прощения, что чуть-чуть мы раньше вышли, потому что, в связи с тем, что я поменяла площадку для проведения эфира, поэтому вышла чуть-чуть раньше. Так что сейчас у нас есть время, я вам немножечко расскажу, о чем будет сегодня прямой эфир, о чем мы будем говорить с вами. И, как вы видите, давайте начнем с того, что чат, если вы видите, да, вот чат у вас с правой стороны от экрана, от воспроизведения видео. То есть я очень рада, конечно, что мне не пришлось задействовать телефон. Так, сейчас мы откроем чат в новом окне. Так, чат есть. Видите, что происходит, когда ты перегружаешь компьютер. Ну, в общем-то, 10 минут еще есть до начала. Я надеюсь, что все пойдет. Сейчас проверю, как идет воспроизведение у меня. Но я вижу, что хорошее качество, все в порядке. Надеюсь, что с чатом у нас тоже все будет хорошо. Так. Угу. Так, мне кажется, что все пошло, поэтому я сейчас же отключу на данном этапе свой телефон, который тоже заряжен. Что это такое? Да, началась. Я знаю, что она началась. Так, чат у нас здесь. Вот у нас завис комп. Вообще караул, конечно. Ага, нет, все в порядке. Все, потихонечку мы разгрузились. Сейчас немножко раскочегарится, как говорится. Я вижу, что все в порядке. Пишите в чате, все ли хорошо. Потому что, друзья мои, это новая площадка, это Zoom. То есть кому интересно, кто проводит прямые трансляции. То есть сейчас можно делать прямое вещание. Я это делаю в первый раз сейчас. Поэтому, вот такая вот история. Давайте я вам напишу привет всем, чтобы вы видели, где у вас чат. Так, привет. Привет всем участникам прямого эфира. Всем участникам. Кто нас смотрит в записи, пожалуйста, перемотайте на 6 минут вперед, потому что сейчас у нас организационные моменты проходят. Но лучше, как говорится, раньше, чем позже. Участникам прямого эфира. Не знаю, что делать, конечно, с техникой. Откатить назад эту новую систему. То есть она очень, видно, грузит мой компьютер, он весь бедный шипит, шуршит. И очень сложно вообще работать. Я думаю, что площадка неплохая, судя по картинке, все в порядке, все идет. Судя по тому, что я вижу на экране, вроде тоже ничего, вроде тоже все неплохо. Поэтому я сейчас вам открою, как сказать, да? Так, сейчас попробую вам открыть. Если получится, но что-то не особо получается, поэтому буду читать, наверное, все-таки с листа. То есть что я вам сегодня приготовила? Был очень хороший вопрос по поводу того, кому лучше доверять аренду недвижимости своей собственной квартиры в Испании, большим компаниям или частным лицам. Вот об этом примерно мы сегодня и будем говорить. Поэтому приготовьтесь, да, отмотайте на 5 минут, если вы меня в записи смотрите, и, значит, смотрите. Сейчас я зачитаю некоторые отзывы под предыдущим видео, которые я от вас получила. Хотела вам их показать, но, видите, не совсем получается. В общем-то, это и не так страшно. Не так страшен, как его малюют, никто его и не малюет. Я просто прочитаю, опять же, Наташ, ваш отзыв, потому что, да, действительно, у вас большой опыт, и я бы с удовольствием пригласила людей, у которых есть опыт и аренды, и сдачи в аренду, в свой прямой эфир, тем более вот на этой площадке, на которой мы сейчас с вами находимся, это сделать совершенно просто, то есть мы просто делим экран пополам, я вам кидаю ссылочку, и мы с вами можем пообщаться вот так вот в прямом эфире. Для тех, кто смотрит меня первый раз, скажу, что прямые эфиры как онлайн-агентство, такой формат, я задумала для того, чтобы именно в этот момент вы могли мне позвонить и задать свои вопросы, то есть в прямом эфире поучаствовать как полноправные, скажем так, создатели такого эфира. Для чего, опять же, какой смысл в этом? В том, что можно купить билет,
приехать в Испанию и пойти по агентствам недвижимости, рассказывая свои истории, спрашивая, как здесь, что. Я, конечно, благодарна всем, кто мне звонит. Звоните вы мне каждый день, и большое спасибо, что вы меня слышите. Хотя я, да, делаю бесплатную консультацию, но у нас, то есть, получается смешанный такой формат. То есть вы звоните, вы спрашиваете, мы с вами это обсуждаем. Естественно, все, кто мне позвонил, конечно, большое спасибо, потому что вы даете темы для новых эфиров, вы держите меня в курсе того, что сейчас волнует людей на данном этапе. И вы знаете, по каждой неделе показывает какую-то свою целевую аудиторию людей с определенными запросами. И, как я понимаю, ну, и понимала, и понимаю, и вы тоже это понимаете, сколько людей, столько и своих собственных желаний, потому что покупка недвижимости в Испании – это все-таки, да, это какая-то мечта, это какой-то долгосрочный план, инвестиционный он может быть и не совсем, может быть, этот план связан с полным переездом вас в Испанию. Ну, благодарю всех, кто звонит, кто пишет на WhatsApp, все мои координаты есть в описании к этому видео. Если вы подписаны на меня в Инстаграме, в шапке профиля есть большой такой сайт, такая форма, да, таглинк он называется, там, где также вы можете найти мои координаты, то есть связаться со мной несложно. Опять же, можете посмотреть в шапке канала, да, я оставляю рабочий телефон, по которому вы всегда можете мне позвонить, либо написать. Спасибо сейчас технологиям, это онлайн, WhatsApp, Viber, уже кто-то звонит, да? Ой, Оля. Я не Оля, я Оксана. Ой, это, знаете, звонят с Microsoft, у них какая-то странная система обзвона не своих клиентов, то есть я не являюсь клиентом Microsoft, но мне постоянно звонят, обязательно раз в неделю, но пытаются на всех языках мира со мной поговорить. Слава богу, кроме русского, у меня нет возможности их вежливо как-то куда-то отослать. Вот такая вот такой вот у нас разогрев, такая шапочка. Сейчас я проверю качество вещания. Ребят, вижу, что вы меня смотрите. Напишите, пожалуйста, что-нибудь в чате, чтобы я понимала, что вы меня слышите, потому что у меня картинка стоит. Опять же, да, в связи с техническими вопросами, стоит картинка на Google, да, я не вижу, идет ли трансляция, я вижу, что вроде как она идет по времени. Пожалуйста, напишите, если вы меня как-то слышите, идентифицируйтесь, пожалуйста, потому что я, конечно, эфир проведу, и потом с ужасом пойму, что я это делала просто так, сама для себя, но знаете, что я сейчас сделаю? Я поставлю запись, вот что я сделаю. Если вдруг по какой-то причине у нас с вами не пройдет запись, то прямой эфир не пройдет, то у меня останется запись. Включаю запись. Так, смотрим. Да, все, запись пошла. Ну, шикарно. Итак, мы с вами начинаем. А начну я с отзывом. Мы продолжаем, да, с вами обсуждать проблемы аренды. Почему я эту тему сейчас муссирую? Только потому, что очень многие мои конкретно ученики, мои клиенты покупают квартиру с целью получения дохода. Может быть, не постоянного, но временного. Может быть, на время, пока они здесь не отдыхают, хочется сдавать квартиру в аренду. Ну, то есть у всех разные причины, но все они так или иначе связаны с арендой. Поэтому, естественно, эту тему мы более подробно сейчас обсуждаем. Скажу сразу, что для того, чтобы действительно вникнуть в форму и понять, да, нужно пройти обучение, нужно пройти подготовку. И кому кажется, что это все легко и просто, ну, это потому, что вы, наверное, никогда этим не занимались. Если вы когда-нибудь сталкивались с арендой, либо вы профессиональный риэлтор, либо вы действительно в своей стране сдаете квартиры в аренду, вы прекрасно понимаете, что это не так просто, это не так просто организовать, и тем более, если вы не живете сами в этой стране, очень сложно контролировать. Я вам скажу, что у меня в управлении находится 8 квартир, и на сегодняшний момент в аренде, да, и они сдаются по разным стратегиям. Какие-то сдаются смешанно на короткое, на длинное время, какие-то сданы на год, на длительное время, какие-то на короткой аренде. То есть все это достаточно сложный механизм, и начала я заниматься сама управлением 3 года назад, не сразу, да, несмотря на то, что я на рынке недвижимости больше 20 лет, на рынке испанской недвижимости. Тем не менее, с арендой вот как таковой я столкнулась совсем недавно, делаю безумное количество ошибок, сама же за это расплачиваюсь, и всегда говорю, что это стоит времени, денег, нервов, и если ты не готов, то
все грабли придется пройти самому. В моем случае, так как я веду школу, и школа у меня работает уже 7 лет, и я вошла на этот рынок осознанно для того, чтобы понять, как действительно происходит все это вот закулисье, как я люблю говорить. Поэтому все свои ошибки, все свои наработки я выкладываю, естественно, на своих курсах, и при подготовке мы эти вопросы решаем, обсуждаем, отрабатываем. Итак, ага. Итак, начнем. Наташа, спасибо вам огромное, да, как я уже говорила в нашей вступительной части, за ваши раскрытые отзывы, да, то есть комментарии к видео, потому что действительно на вашем материале, то есть я человек заинтересованный, да, я как бы курсы продаю даже, и веду канал, тоже не все понимают, для чего я это делаю, ну, то есть я человек заинтересованный, да, вы человек, который смотрите и делитесь своим собственным опытом со стороны, да, то есть на моем канале. Поэтому, естественно, если у вас есть этот интерес, то я вас, безусловно, приглашаю, да, со мной поработать в плане прямых эфиров. То есть это касается всех моих комментаторов. Вот сейчас Ирина у меня в коучинге часто, поэтому, Ира, и мы с вами тоже к чему-то придем, ну, то есть к определенному выходу, если у вас будет желание. Потому что это очень интересно на самом деле, работать с людьми тет-а-тет, потому что решать общую проблему всегда интереснее, то есть всегда плодотворнее, чем просто смотреть, слушать там чужие какие-то истории. Итак, мы очень много, комментарий Натальи, мы очень много раз жили и арендовали квартиры в Испании, в разных регионах, нам всегда везло и с квартирами, и с теми людьми, кто выдавал нам и принимал ключи. Вот смотрите, какой здесь, вот Наташа сразу делит, то есть видно, что у человека есть опыт, то есть она сразу делит на людей, то есть есть название, да, Наташа дала и ключник, вы потом в конце отзыва это услышите. Ключник – это человек, который вам открывает квартиру и закрывает. Не всегда это управляющая компания. Если вы будете серьезно готовиться, вы поймете, что для того, чтобы квартира ваша хорошо работала и приносила вам хорошие проценты, то есть не в среднем 6% там, да, или 3%, а мы к этим цифрам еще сегодня вернемся, а значительно больше, у вас должна работать команда профессионалов, и к аренде квартиры вы должны относиться как к бизнесу. Не перестану повторять, опять же, так оно и есть. То есть Наталья сразу правильно, абсолютно точно пишет, то есть я не знаю, случайно это или специально, но вот такое попадание, как ключник, то есть человек, который открывает вам двери. То есть человек, который вам открывает двери и закрывает, это может быть человек из технической службы, то есть тот, кто убирает, моет вашу квартиру, но здесь опять же есть большие проблемы в том, что люди, которые занимаются определенным видом деятельности, они не всегда пригодны для для другого рода деятельности. Как я уже говорила в ранних видео по работе, о том, как устроиться на работу, как найти работу своей мечты в Испании, как себя самореализовывать, не понижая свой социальный статус, вы можете его посмотреть, там оно где-то внизу. Оно где-то там внизу есть, не так давно я проводила такой вебинар. Смотрите, когда человек эмигрирует я немножко прыгаю сейчас, простите меня, но тем не менее, это все связано с техникой, не со мной. Я ни при чем, я не виновата. Смотрите, когда у нас люди эмигрируют и, к сожалению, приезжая в страну без языка, без разрешения на работу, без права на работу, конечно, и люди с высшим образованием вынуждены идти на работу, да, то есть мыть пол, убирать, встречать людей, ну, то есть браться за любую работу для того, чтобы обеспечить себе хоть какой-то уровень здесь жизни. Ну, уровнем это особо не назовешь, но тем не менее, давайте так это будем называть. Поэтому вполне возможно, что человек, который убирается в вашей квартире, которому вы даете возможность заработать, он человек действительно коммуникабельный, обладающий вот этим вот желанием общаться с людьми. Вполне возможно, что в прошлом это или профессор, или учитель, или врач, да, то есть люди, у которых есть специальные навыки общения с людьми, и этот человек может встречать вас и ваших клиентов и передавать вам ключи, да. Но не всегда. Чаще всего, то есть если вы формируете команду, вы должны очень четко понимать, то есть какие функции будет выполнять тот или другой человек. Допустим, если у вас ваш встречающий, убирающий вашу квартиру, это будет всего один пример, человек с руководящими способностями, и раньше он там, допустим, был каким-то где-то начальником или заведующим, то и человек уже за 50, допустим, да, то есть человек уже сформированный, из него, в общем-то, не выбьешь вот эту вот
как сказать, навык вот этот, да, желание управлять. И этот человек будет прекрасно встречать людей, он будет прекрасно их размещать. У вас не будет проблем с хорошими отзывами, но не всегда у вас будет чистая квартира, например. Поэтому здесь тоже, ну, об этом мы и на курсе говорим, здесь тоже нужно очень-очень внимательно относиться к тому, что вы делаете и для чего вы создаете. Вы знаете, в бизнесе мелочей нет, это я вам по собственному опыту говорю. И какие-то вещи мы пробрасываем, но потом, опять же, за это приходит расплата, и она почему-то не заставляет себя долго ждать. Ну, вот такая вот, к сожалению, история. Ну, нельзя заставить, скажем так, кто у нас страной руководил после 17 года? Не каждая доярка, не каждый, кто там, не каждый, ну, не знаю, я не помню, как называли, когда вот смеялись над революцией, говорили, что не каждая колхозница может управлять государством, да, здесь то же самое. Так, Наталья, дальше продолжаю ваш отзыв. Видите, как вы хорошо меня прям раскрутили на общение прям открыто. У меня сейчас открываются, друзья мои, все окна подряд, и все представить не можете. Я даже не могу почитать отзыв. Итак, случай с отсутствием цвета, конечно, экстремальный. То есть Наталья сейчас делает мне отзыв по моему последнему видео, где я показываю, где мы ломаем вот эту внизу дверь, да, для того, чтобы найти, кто у нас украл наш предохранитель, чтобы прикрутить его к себе, потому что технические службы Испании, такие как Эндеса, такие как частные электрики, которым мы звонили, ну, в общем-то, не особо торопились к нам приехать, и вот с 8 утра до 2 дня мы пытались как бы до них достучаться, нам это не удалось, поэтому мы сломали сами эту дверь, потому что открыть мы ее не могли, мы ее не сломали, мы ее так отжали, да, скажем. Вот, и нам пришлось это сделать. Мы эту дверь отжали и сами кое-как нашли этот предохранитель, благо, что в моей жизни уже был такой, в этой же квартире, да, был такой пример, и я примерно представляла, что там должно быть переключено. Ну, в общем, вот этим мы и занимались. Итак, случай с отсутствием света экстремальный. Слава богу, такого или что-то подобного не было. Слава богу. Был, правда, один раз, лампочки еле-еле светили в ванной и на кухне, самые маломощные были вкручены. Пошли, купили новые лампочки и все дела. То есть вот повезло хозяинам квартиры, владельцам квартиры, вот с такими квартирантами, да, которые пошли и сами купили. Как правило, здесь начинается проблема, допустим, если это испанские у вас заселенцы, да, арендаторы, то вас сразу начнут ломать на понижение цены. Даже если вы сдали квартиру, простите, за 10 евро в сутки, они все равно постараются ее снизить за 5. Я, конечно, немного утрирую, но, допустим, квартира сдается по 100 евро в сутки, вы сделали скидку на, допустим, за неделю, там, за 2 у вас люди сняли, и они заехали, и с удовольствием сняли, и быстро очень вашу квартиру арендовали, но когда заехали, они начнут искать вот всевозможные такие мелочи. Опять же, да, если вы снимаете квартиру в аренду, для вас сейчас будут определенные лайфхаки, да, какими уловками пользуются люди для того, чтобы снизить цену. В этом ничего плохого нет, то есть каждый находится на своей стороне рынка, и у рынка есть одна задача – найти общий знаменатель. Поэтому если вы на стороне человека, который сдает квартиру, вам очень круто повезло, что люди пошли, сами купили эти лампочки, перекрутили, там, подарили хозяину, не знаю. Чаще всего, но это исключение, я вам точно говорю, то есть чаще всего люди, которые вот приехали, если вы вкрутили маломощные лампочки, им не хватает света, поверьте, в большинстве случаев, в большей части, они вам вынесут мозг, они просто вам вынесут его напрочь. И вот посмотрите теперь мы говорим об управляющих компаниях. Если у вас частник, да, частное лицо, вот как в данном случае я, и у вас с ним нормальный контакт, он вам об этом даже не скажет. Он пойдет, поменяет эти лампочки, закупит, потом вам предоставит счет в лучшем случае, ну, да, что вот лампочки были поменены, либо перекрутит их обратно после отъезда этих вот арендаторов. Но в худшем случае у вас будет вот такие скандалы. И сколько будет терпеть эти скандалы ваш управляющий, это тоже вопрос. Если у вас большая компания, если вы работаете с большой компанией, как правило, с большой компанией, если люди позвонят и скажут, что и лампочки не так, им скажут, что так и должно быть, то есть ответят, их закроют, люди останутся, в общем-то, недовольны, потому что из большой компании никто никогда не побежит и не будет с вашими арендодателями, значит, сюсюкаться. Почему я об этом так подробно говорю? Потому что для квартиры, которую вы сдаете через основные сайты, допустим, если
У нас на Коста-дель-Соль лицензии пока бесплатные. В Аликанте, в Валенсии, в Барселоне, в Мадриде. То есть где-то вообще уже на туристические лицензии наложены вето, их не выдают. А где-то выдают за деньги, да, на определенные квартиры. Вы заплатили за лицензию, вы обставили квартиру, вы сделали ремонт. То есть вы открыли, да, свою душу, вложили ее в вашу квартиру и сдаете. И у вас начинаются проблемы только потому, что там лампочки. Ну, то есть придраться можно ко всему. Квартира – это тоже такая организация, где по мелочам, да, вот у меня, не знаю, говорила, я снимала видео, помыли сковородку однажды мы, ну, то есть не мы, а уборщица моя девушка, помыла сковороду. И вот это вот моющее средство, она, видимо, его недостаточно смыла, и вот этот белый налет на сковородке остался, то есть плохо прополоскала или что. Так вы что думаете? Мне позвонили из Airbnb мне позвонил менеджер, сказал, у вас правда на сковородках наркотики жарят? Представляете? Жарят наркотики на сковородке. Вот это нормально? У меня был полный шок, потому что время было где-то 1:30 ночи. Я была в полном недоумении, что делать, куда бежать. Вот такая фантазия. То есть не всегда к вам будут заезжать, ну, люди, ну, совсем, да, вот прям адекватные. Поэтому вот тут вот лампочки лампочками, да, как говорится. А может быть, и вообще наркотики на сковородке жарили. Ну, то есть, и тут могу долго рассказывать, как и что мы, и где мы на это разбирались, и как тебе с этим вообще жить. Итак, пошли купили, все дела. Предварительно написали смс ключнице, что мы хотим поменять лампочки. Она ответила, окей, истории иногда до абсурда доходят. Знакомая ключница рассказала, что однажды одна семья перед отъездом, жили 1 месяц зимой, потребовала пересчитать арендную плату, потому что погода была плохая. Ну да, то есть сейчас я только что говорила о том, что в квартире может быть все, что угодно, и за окном может быть плохая погода. То есть этим летом у нас было множество вот таких историй, когда звонили люди и говорили, вы знаете, по улицам ходят странные люди, что нам делать? Я спрашивала, я, по-моему, в сторис это рассказывала, а что мне делать? Что вы хотите, чтобы я для вас сделала? Вы хотите, чтобы я вызвала полицию? Они говорят, нет. Я говорю, а как? А что? Ну, то есть вот, странные люди ходят по улице, и нам страшно в квартире, потому что они могут зайти в нашу квартиру. Подъезд закрывается там на 3 замка. То есть я причем спросила, у вас закрыт ли подъезд? Они говорят, да, он закрыт. Ну, в общем, ребят, тут очень странные вещи происходят. И, конечно, когда у вас квартира, и вы хотите на ней зарабатывать, это не все так просто, как кажется, может быть, ну, может показаться, да, с первого взгляда. Ну, и не так сложно, если вы все правильно организовали. Здесь тоже, знаете как, мы сейчас говорим о проблемах, которые могут возникать, и эти проблемы, они настолько мелкие, вот знаете, мелкие детали, но вся наша жизнь состоит из мелочей. Поэтому кто будет решать вот эти мелкие детали, да, как вы будете контролировать решение этих мелких деталей, и кто захочет их решать, здесь тоже большой вопрос. Так. Так, дальше читаем Наташу. Наташа у нас как бы, да, незримо присутствует. Есть клиенты, которые по мелочам трезвонят, типа у нас швабра несовременная от царя гороха, у нас нет маленького ножа, овощечистка, я не могу картошку чистить. И моя знакомая или свою швабру нож везет такие или покупает. Люди приезжают на отдых и не могут расслабиться и получать удовольствие от природы, тишины и покоя. Вот опять же, это пишет позитивный человек. Когда мы говорим с вами об аренде квартиры, мы говорим с нашей стороны, как как владельцы квартир. Для нас это бизнес, который должен работать. Но вы знаете, бизнес же, он же тоже разный. Есть туристический бизнес, когда мы организовываем людям экскурсии, они тоже не могут расслабиться и получать удовольствие. Потому что человек, когда он платит, он по-разному относится к тому сервису, за который он платит. Да? Много ошибочных мнений, да, опять же, от воспитания это зависит, от привычки. Например, отдыхать все хотят и раз в год, раз в 3 года, то есть сейчас мир, ну, так устроен, что средства массовой информации, они постоянно нас как бы подвигают вот к этим путешествиям, и это уже становится, как бы, знаете, лайфстайлом, да, то есть уровнем жизни, то есть ты обязан, даже если тебе нафиг не надо, а чаще всего, если вы купили недорогую квартиру, опять же, друзья мои, почему я так подробно об этом говорю, потому что моя категория – это люди, у которых нет больших денег покупать миллионные дома. Вот в миллионных домах тоже там проблемы на миллион, да, то есть там еще более, то есть сложные проблемы и в решении в том числе.
В маленьких квартирах они мельче, да, мельче по деньгам, но они точно такие же, потому что мы имеем дело все-таки с людьми. А для того, чтобы с людьми общаться, для того, чтобы выдерживать вот этот вот весь эмоциональный фон, то есть нужна подготовка. И опять же, когда у вас одна девочка-уборщица, которая приехала сюда там 10 лет назад и всегда работает по уборкам, вы ее нашли, она потрясающе убирается, у вас в квартире полная идеальная чистота, поверьте, найдутся люди, которые найдут, где что не так лежит, или вот швабра от царя Гороха. И эта девочка, она не будет решать этот вопрос, потому что она она этому не обучена, и то, что у вас от вашей идеальной квартиры, да, будут идти, допустим, негативные отзывы, это только потому, что у вас нет человека, который будет эти вопросы решать, такого кризисного менеджера. Я делю, почему, опять же, почему я целый курс написала. Я считаю, что это один из самых мощных моих курсов по беспроигрышной стратегии арендного маркетинга, только потому, что мы разбираем те вещи, о которых никто не говорит. Никто. То есть купите квартиру, она будет там как-то где-то сдаваться. Слава богу, сегодня люди поняли, что, ну как поняли, потому что очень много негативных отзывов о том, что нельзя в Испании сдать квартиру, что все это ерунда, вкладывать деньги в недвижимость. Представляете, в туристическую недвижимость в Испании, где безумное количество исторических ценностей, где море, горы, то есть куда люди, где туризм можно организовать таким образом, то есть здесь есть все. Вы здесь можете и на дельтаплане летать, и в моря погружаться, и купаться, и загорать, и не объедете всю страну, потому что она настолько богата культурными ценностями. То есть и в этой стране невозможно сдавать недвижимость в аренду. Невозможно. Она не приносит дохода. Вот это вот бред, который я слышу из каждого ролика, это полнейший бред, если у вас есть мысли. То есть если вы планируете покупать недвижимость с целью аренды, вот подумайте, как вы это будете делать. Здесь проблема не в том, что ее невозможно сдать, а в том, что этим никто не занимается. Человек считает, что если он отдал ключи кому-то, неизвестно кому, во-первых, он купил неизвестно у кого, просто вот шел мимо в 40-м агентстве, в очередной раз что-то рассказал, ему что-то продали, потом пообещали, что это будет сдаваться, дай там только ключи. Человек отдал ключи, уехал, сидит на заваленке и ждет. Ну, когда же будет моя квартира сдаваться? Или когда там она продастся? Да, вот у меня сейчас продавали квартиру почти год, да, и в сезон самый продаж, то есть самый сезон продаж, ну, то есть произошла вот такая ерунда, люди забрали ключи, причем за год, оплатив один раз уборку. Один раз. И вот как ты человеку докажешь? Вот ты можешь быть суперуправляющим, ты можешь быть безумно коммуникабельным человеком, но если хозяин квартиры не понимает, что за все, во-первых, ну, то, что нужно поддерживать квартиру там в чистоте, за то, что людей надо встречать, с ними нужно общаться, им нужно писать, их нужно закрывать на покупку, потому что когда люди смотрят вашу квартиру на сайте, сам сайт с ними не поговорит. Единственное, что покажут те фотки, которые вы показываете, и то не всегда это хорошее качество, потому что жмем мы в хороших профессиональных фотографиях, но зачем мы будем платить? Ну хорошо, пофотали на телефон, ладно, отретушировали, там у некоторых есть опыт работы в Инстаграме, там в социальных сетях, ну кое-как, но сам сайт не ответит вашим людям. Ну я к тому, что все-таки сервис аренды – это тоже человеческий сервис, и здесь нельзя не учитывать то, что человек приезжает на отдых, да, как мы уже говорили, он этот отдых, там эти деньги, может быть, собирал, я сейчас говорю о дешевых квартирах, да, недорогих. То есть поэтому целевая аудитория людей, которые в эти квартиры заселяются, потому что там цена недорогая, это тоже специфические люди, которые копили, откладывали, и вот в эту несчастную студию или односпальные апартаменты приехали прям всей семьей, шестером, еще и бабушку с дедушкой с собой привезли. И для них кажется, что 30-40 евро, которые они платят за сутки, для них колоссальные деньги, неимоверные. Я не иронизирую ни на одну минуточку. И они эти деньги вам принесли в клювике, а тут у них лампочки, понимаете, лампочки тусклые, это трагедия для людей. Или погода плохая, или кто-то по улице ходит не тот, и бабушка там испугалась. То есть это человеческий фактор, и это нужно учитывать. И для того, чтобы эти вещи не влияли на ваш заработок, опять же, нужно к этому готовиться и понимать, с кем вы работаете. Ладно, читаю дальше. Это я быстренько хотела прочитать вам отзыв.
Наплевать на швабру, нож, отсутствие коврика, унитаза. Вы на отдыхе, Наталья пишет. То есть, смотрите, Наташа пишет как позитивный человек, да, когда люди постоянно отдыхают, причем отдыхают недорого, ну, в смысле, понимают, за что они платят, то есть они на какие-то вещи готовы идти, да, то есть на какие-то вещи закрыть глаза, на что-то не обращать внимания, ну, и понимать, что если ты снимаешь квартиру там за 1000, за 200 в сутки или там за 30 евро в сутки, то есть есть какая-то определенная разница. Все должно быть максимально чисто, максимально комфортно, но швабра вполне может быть от царя гороха, если квартира там за 30 евро в сутки, правильно? Если же ваши квартиры вы сдаете за 1000 евро в сутки, то тут уже нужно постараться владельцу квартиры, чтобы швабра была не от царя гороха. И чтобы людям было не наплевать ни на швабру, ни на нож, ни на отсутствие коврика в унитазе. А если уж вы понимаете, что вы снимаете, вы понимаете рынок, то уже да. Видите, я сейчас как бы разделилась. Я сейчас на двух сторонах стою, и на это, и на другой. Давайте я сейчас определюсь, соберу себя, свою личность в одно и буду говорить для владельцев квартир. Мы владельцы с вами, мы собираемся квартиру сдавать в аренду, и о чем мы должны подумать. Первое, о чем вы должны подумать, о том, кто вас подготовит к аренде, вот к этим мелочам, если сами вы этим не занимались. Да, у меня есть очень много студентов, которые у меня проходили курс там 5 лет назад, те, кто действительно сам занимается арендой квартир в своих странах. Но, ребят, опять, не забывайте, аренда от аренды отличается. Аренда в Москве, когда вы работаете с бизнесом, например, ну, краткосрочно, я имею в виду, с бизнес-людьми, которые приехали, переночевали, там на 3 дня сняли, уехали, это одна история. Опять же, аренда для студентов – это совершенно другая аренда. И аренда для людей, которые приезжают на отдых, это еще один тип целевой аудитории, к которым нужен определенный подход. Нельзя одну и ту же квартиру сдавать совершенно одинаково, ну, наполнять ее деталями и так далее для всех и вся. Авось кто-нибудь. Авось кто-нибудь не будет. Усредненно у вас будет 3 по оценкам, по отзывам, и вашу квартиру, сайты даже самые крутые, задвинут на дальний план, и ваша квартира будет стоять и курить бамбук, ее никто не будет снимать, потому что будет непонятно, кому в вашей квартире будет хорошо. Поэтому первое, о чем вы должны подумать, это о том, как подготовиться и какой тип квартир, в каком месте и для кого вы покупаете. Я уже не говорю о краткосрочной и долгосрочной аренде, потому что проблемы одни и другие абсолютно отличаются, и к этому нужно быть готовым. То есть как открывать любой бизнес, вот любой абсолютно бизнес, нужно подготовиться, даже если вам кажется, что вы о нем что-то уже знаете или посмотрели пару-тройку роликов на YouTube, и вам кажется, что вы уже об этом все знаете. Это очень большая ошибка. Даже сегодня вот мы с вами прямой эфир готовим, я думаю, 15 минут поговорю с вами, только по одному отзыву мы можем говорить и говорить и говорить, потому что каждая деталь, то есть я читаю отзыв человека, который действительно пользуется этими услугами как клиент, и она знает, о чем она говорит. И, конечно, на ее отзыве, на отзыве Натальи, да, мне проще с вами общаться, потому что я сейчас говорю как эксперт, и я вижу, что за этим стоит, и пытаюсь вам об этом рассказать. Так, вы на отдых приехали, да. Можете никак без этого, то купите сами. Летом многие приезжают на 2-3 недели, и тратить время и нервы себе и ключнице на такие мелочи просто глупо. И такие заскоки присущи нашим людям с постсоветским пространством. А были ли у вас такие случаи при аренде, и как это разрешилось, напишите, если не трудно. Наташа, большое вам спасибо. Друзья, если у вас были такие случаи, пожалуйста, напишите под видео, да, были ли такие, что бы вы хотели еще обсудить, как с вами обошлись, как вам ответили и почему так произошло. Наташа пишет, написала ключница для краткости. Не знаю, как правильно назвать, чтобы одним словом, сори. Ну, все, мы уже это вначале говорили, что да, ключница самое то, это тот человек, который встречает и провожает. Опять же, если мы говорим о бизнесе, то лучше всего, чтобы ключником, именно ключником, был ваш управляющий менеджер, потому что человек, который контактирует с людьми, да, уборщица, она не обязана и не должна видеть людей. То есть она должна приходить и заботиться о том, чтобы ни пылинки, ни соринки. То есть ее не должен волновать человеческий фактор, иначе она будет плохо делать свою работу, так и есть. И опять же, если человек с вашими людьми встречается, это человек, которому вы доверяете, который умеет наладить контакт, умеет объяснить какие-то вещи, который не будет никуда спешить, потому что это его часть работы, которому важно, какой отзыв о нем оставят на Airbnb, можете почитать мои
отзывы обо мне на Airbnb, то есть чем я очень горжусь, потому что какая бы квартира ни была, как бы ее уборщицы тоже люди такие странные, ну, как бы они разные, там тоже есть по времени, когда их нужно менять, ну, то есть это все к этому всему мы готовимся, да, какие замки, вплоть до того, какие замки вставлять, ну, это нужно понимать, потому что потом вам придется все это делать или долго-долго биться головой об стенку, не понимая, что же не так, а все очень просто. Просто должен быть человек, который через все это уже прошел и согласится вам в этом помочь и вас в этом подготовить. Итак, ключница – это может быть человек, который открыл дверь и ушел, и опять же у вас не будет нормального отзыва, либо это будет управляющий, который расположит ваших людей, который, как говорится, обогреет, покажет, расскажет, создаст хорошее впечатление. Но, как мы, помните, говорили всегда, что у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. То есть, ну вот здесь вот такая история. И в заключении нашего сегодняшнего, я вижу, что просто вопросов нет, поэтому говорю в заключении, то есть если вопросы есть, пишите их либо в чате, либо мне на WhatsApp. Я тут с телефоном сижу. Ага, так. Я сейчас отвечу на вопрос Сергея Богачева о том, чем отличаются крупные управляющие компании от частников. Есть ли у меня такая информация? Так звучит вопрос. Смотрите, ну, естественно, у меня море такое. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Да, у меня есть мешок плана. Есть ли у вас такая информация? Безусловно, есть. Что такое большая управляющая компания и частник? Чтобы в терминах определиться, скажу так. У большой компании управляющий – это бизнес. Большая, вот смотрите, у меня, я, допустим, давайте так, на примере, я себя позиционирую, предположим, как большая управляющая компания. Мой бизнес – это управлять квартирами. Мой бизнес, ключевое слово, управлять квартирами. То есть я делаю свой бизнес на управление квартирами, вашими, чужими и так далее. То есть я зарабатываю себе, я отбиваю свой бизнес, я забочусь о том, чтобы в моем бизнесе все было хорошо, чтобы шли, ну, то есть главная задача бизнеса – это какая? Это заработок, даже если это самый такой лайтовый бизнес, да, то есть в любом случае никто не будет, ну, то есть кроме и благотворительной организации, как показывает практика, тоже бизнес. Ладно, не будем сейчас углубляться в подробности. Итак, это управляющие большие компании, это компании, которые делают бизнес на вас. То есть вы инструменты. Вот простой ответ. Что такое частник, которого вы берете на работу? То есть которого вы берете на работу, это ключевое слово. То есть ваш бизнес – это квартира, которую вы купили для сдачи в аренду, правильно? Это ваш бизнес, который будет приносить или не приносить вам деньги. Это бизнес, который будет прибыльный для вас или убыточный. Это бизнес, который будет вытаскивать из вас все соки, все силы, нервы, деньги и все остальное. Либо он ту же самую радость, удовольствие, прибыль будет вам приносить. Когда вы берете частника, вы берете человека на работу. Ни одного человека, поверьте. Если вам кажется, что для вашей прекрасной большой компании вы хотите хорошо зарабатывать и вам достаточно одного работника, ну, вполне вы вправе, да, если вы этого человека, этого работника хорошо подготовите. То есть если этот человек у вас семирукий, восьмикрыл, да, если у него 7 рук, 8 ног, если он безумно талантлив, если он и жнец, и на дуде, и грец, и если он и поговорить, и помыть, и убрать, и с кризисом справиться, и лампочки поменять, и унитаз прочистить, и свозить людей на экскурсию, и объяснить, где попить, где поесть, вот если у вас такой человек есть, и будет готов работать за ту, ну, или вы готовы будете ему платить, чтобы он все это делал, то тогда вам очень крупно повезло, но в любом случае это будет ваш бизнес. Это ваш бизнес, и вам круто повезло, потому что у вас есть вот такой вот работник. На что я сейчас намекнула? На то, что при управлении квартирой одного работника мало. Кто те люди, которые должны вам организовывать ваш бизнес, и сколько их должно быть, это ко мне на курс. То есть вы видите описание под этим видео о консультации. Да, консультации у меня бесплатные, стратегические сессии у нас бесплатные. За час стратегической сессии мы разберем конкретно вашу ситуацию, составим план. Естественно, я вам дам больше информации, чем я могу это сделать на прямом эфире, но если вы все мои видео посмотрите, их там очень много, то вполне возможно, что где-то когда-то я об этом говорила.
Повторяться поэтому не буду, потому что у меня сейчас идут курсы, я постоянно об этом говорю, поэтому приходите, добро пожаловать в школу профессионального покупателя, и мы с вами в течение месяца, 6 недель будем об этом подробно говорить. То есть мы будем простраивать вашу стратегию, потому что, опять же, квартиры бывают разные, ну, не бывают разные, они абсолютно все разные, то есть они находятся в разных местах и преследуют разные цели. То есть сейчас говорить о какой-то узкой нише я сейчас не буду. Поэтому когда у вас, то есть кому отдать деньги, да, если еще один пример привести, вот о котором я думала, это как отдать деньги в банк. То есть вы можете положить ваши деньги в банк, да, там под 3% годовых, и в результате в конце года, заплатив за содержание счета, за амортизацию, все, вы получите минус 0,1% в лучшем случае. То есть хранение, ну, это не я сказала, поэтому просто цитирую, то есть хранение в банке денег на депозитных счетах, я не беру сейчас специальные рисковые какие-то вклады, я говорю обыкновенный, положил, в среднем это 3%, в Испании это еще меньше, это 2%, за вычетом всех расходов на содержание у вас получается минус. То есть вы кормите банк, мало того, что вы туда кладете деньги свои, плюс вы еще и помогаете банку зарабатывать. Вот это что касается больших компаний управляющих. Что касается частных лиц, то есть это сложно найти компанию, которая бы вам зарабатывала деньги, потому что они к вам как к бизнесу не относятся, это их бизнес, не ваш. То есть вы как бы инструмент. То есть и сейчас я не знаю, какие будут отзывы под этим видео, то есть, может быть, кто-то со мной поспорит или как, но те, кто с этим уже сталкивался, я понимаю и знаю, что вы совершенно четко меня поддержите. Ну, то есть я не прошу сейчас поддержки. То есть можно писать любые комментарии, да, любые, может быть, я чего-то не знаю, да, потому что, 20 лет – это не такой большой срок, чтобы понять все. Я, кстати, каждый раз, работая с разной квартирой, вот я когда беру квартиру, это, знаете, как ребенок. То есть его надо как-то помыть, отмыть, причесать, как-то начать с ним коммуницировать, и он все равно будет работать не так, как твоя предыдущая квартира. Всегда будет все по-разному. Поэтому ваш случай, то есть ваше желание приобрести недвижимость для аренды, опять же, я повторю, что Испания одна из самых потрясающих стран для аренды. Здесь не может не работать недвижимость, не может. И когда говорят, что она сдается только 2 месяца, опять, с кем вы работаете и как вы работаете, и что вы делаете для того, чтобы оно работало. Само по себе, вот знаете, вот этот Емелин симптом, да, вот есть какая-то щука, которой нужно что-то там рассказать, она немая и ничего не слышит, это раз. Ну и плюс я еще и на печи лежу и не понимаю, почему у меня ничего не едет, да. Вот это вот абсолютно точно, то есть без каких-то, пусть у вас не будет иллюзий. То есть если вы управляете своим бизнесом, если вы его выстраиваете грамотно, у вас все работать будет. Если вы не хотите в это вдаваться, если вы по какой-то причине или кто-то вам сказал, что должно быть все по-другому, ну тогда, да, это ваше решение, и вы имеете на это право. Поэтому в какую компанию, с кем работать, вы решаете сами, потому что миллионы людей, миллионы, тысячи, сотни тысяч, сотни миллионов людей хранят деньги на депозитных счетах, потому что если хранить их под подушкой, это вообще гиблое дело, да, там хотя бы минус 1%, может быть, что-то спасется от девальвации или там еще от чего-то, я не знаю, для меня это вот прям на грани фола. И опять же, работая с другими людьми, видите, я свой бизнес веду одна, потому что как я не бьюсь, как я не пытаюсь составить команду, вот у меня не получается. Я не говорю, что люди плохие, у меня не получается. Я не могу найти себе людей, с которыми мне было комфортно работать. То есть по разным причинам. Вот, то есть я такой человек, это не потому, что кто-то в этом виноват. Вот, и это не тема. Поэтому сегодняшняя тема нашей встречи: кому больше доверять, большим компаниям или частникам? Доверяйте. И если у меня, да, там третий вопрос, есть ли у меня об этом информация, у меня об этом очень много информации, у меня об этом своя теория работы. Да, кстати, я немножко слукавила, потому что в работе в управлении я не работаю одна. Вот у меня сейчас 2 человека в подчинении на 8 квартир, нас 3. Вот. Даже не 3, наверное, все-таки 4, потому что есть приходящие люди, которым мы платим. Но есть люди, которым ты платишь, что они тоже не приходят. Об этом вы видели сюжет в прошлом выпуске. В общем, это работа и это бизнес. Да, у меня есть два партнера. То есть 2 девочки, которые находятся в разных местах. Квартира у меня в радиусе 100 километров. Везде я не успеваю, но есть помощницы, да. Я имею в виду сейчас свой инфобизнес, где бы мне хотелось с кем-то работать. И вот я даже вас приглашаю, да, делиться своими мнениями, приходить ко мне в эфир, я на это готова.
для того, чтобы поговорить, да, для того, чтобы обсудить, поделиться своими мнениями. Я также приглашаю блогеров, то есть если у вас есть что сказать, и блогеров, и риэлторов, то есть с удовольствием мы с вами встретимся. Не надо меня бояться, ну, в плане того, что я же общаюсь сейчас с блогеров, приглашаю лично, но люди как-то настороженно ко мне относятся. Не знаю, чего бояться, но у меня есть кое-какие предположения, но я их не буду сейчас озвучивать. Ребят, не бойтесь. Любую тему мы с вами обсудим и подадим ее в том ключе, в котором вам комфортно. Потому что я вас приглашаю. Кому удобнее, чтобы я пришла к вам на канал, пожалуйста, тоже приглашайте, поговорим. Почему я это делаю? То есть для чего вот эти все приглашения? Для того, чтобы разнообразить формат. Потому что вот смотрите, есть отзыв, есть разговор, да, мы с вами поговорили, обсудили, и у меня, как у эксперта, уже по конкретному отзыву, да, есть конкретные выкладки. Я благодарна человеку, что вот Наташа, она под каждым видео пишет очень такой прям, ну, распространенный отзыв, она делится своим опытом. И, естественно, еще парочку обсуждений, и вы сами захотите с ней встретиться, и я бы сама с удовольствием встретилась с человеком и уже поговорила вот так, как говорится, лицом к лицу рядышком. Вот, да, и это все в онлайн-формате, это не нужно в Испанию приезжать, то есть не нужно ехать ко мне в гости там или еще куда-то, что было бы, может быть, неплохо, не знаю, но это в онлайне, то есть вот в этой комнате, в которой мы сейчас с вами конкретно находимся, я сейчас после записи посмотрю, какое качество эфира. Единственное, видите, я задник не могу поставить, то есть я вам с вами сейчас как из Hangouts, наверное, вещаю. Вот, поэтому, друзья мои, мы, агентство наше, продолжаем. То есть вы видите, что сейчас я сократила до одного раза в неделю, потому что, опять же, сейчас реализовываю другие проекты и веду очень много курсов сейчас. Я сейчас перестала вести групповые, я сейчас веду индивидуальные, поэтому, естественно, у меня пару дней просто вылетело на подготовку, потому что время сезон, время подготовки к покупке. То есть сейчас мы готовимся, сейчас мы, естественно, проходим курсы по тому, как это покупать. О том, зачем эти курсы проходить, я тоже вам потом расскажу. Просто мне не хочется, чтобы это было просто рекламной какой-то историей. Но я вам расскажу, потому что я уже к этому готова, потому что единственный вопрос у всех, а зачем нам готовиться, мы и так все знаем. Ну, типа... Или мы же платим риэлтору, пусть он нас и готовит. Ну, то есть вот если вы сейчас возьмете, пересмотрите или вспомните, о чем мы с вами сегодня говорили, я просто резюмирую. Риэлторский бизнес – это риэлторский бизнес. Это бизнес человека, который этот бизнес открыл. Вы здесь только инструмент. Хотите быть инструментом – ваш выбор. Хотите сами решать вопросы и хотите получать выгоду сами, а если у вас не так много денег и вы не готовы, да, разбрасываться и подкармливать чужие начинания, то тогда подготовьтесь, да, сделайте это решение вашим, а не чужим. Вот такое у меня будет на сегодня резюме. Пишите, пожалуйста, под этим видео комментарии. Просто даже если вы просто напишите одно слово, там, спасибо, хорошо, или мне не понравилось, или я не согласен, неважно как, ну, кроме пошлых, да, вот пошлые я сразу удаляю, сразу вам скажу, потому что иногда пишут такой бред, что прям страшно читать, правда страшно. То есть ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, это поможет продвинуть мой канал, потому что, ну, нужно, чтобы люди знали то, что они собираются сделать. То есть я говорю о том, о чем в большинстве случаев не говорят. Вот. Единственное, что я продаю на сегодняшний момент, это курсы свои, это подготовку к покупке и к аренде. Опять же, если вы собираетесь сдавать квартиру в аренду, то нужно выбрать ту квартиру, которая будет для вас работать, а не потом. То есть сначала купил велосипед, да, потом подумал, решил сделать из него Феррари. Может быть, теоретически это, конечно, можно, но практически маловероятно. Поэтому если вы покупаете квартиру для себя любимого, здесь слушайте свое сердце, да. Если вы покупаете квартиру для бизнеса, то идите от бизнес-плана, а не наоборот. Сначала купила, потом как-нибудь, да, я с него слепила из того, что было, а потом, что было, то и продать не могу. Все, я вас всех люблю, целую. Надеюсь, что у нас все получилось, но в крайнем случае, если что, выложу запись. Вот, если, не знаю, запись это или нет, сейчас я выключу запись. Так, ну-ка. Так, запись я выключила, все, я выхожу из YouTube. Пока-пока. С вами была Оксана Майкова.